Друзья, добрый день! Вы на канале Рецепт вкусной жизни. Меня зовут Настя Лосева. У нас сегодня необычный ужин, и я просто не смогла с вами не поделиться. Вы знаете, у нас сегодня рыба, пойманная нашим знакомым. Она уже вымерзлась. Ну, вымораживали мы ее в морозилке, потому что нельзя сырую рыбу так просто есть. Но это дико пойманная лакедра. Я сегодня хочу сделать из нее сырую рыбу. Будем просто мариновать и кушать, потому что мы знаем, как она поймалась, как она хранилась. Это будет вкусно. У нас сегодня такой субботний ужин-закуска. А как это я делаю, я вам сейчас покажу. Небольшие хитрости. Еще тофу купила. Покажу, как приготовить тофу. Все это сервировать. И будет у вас шикарный ресторанный ужин. Так что оставайтесь со мной. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Показываю вам рыбу. Потом к ужину я, конечно, переоденусь. Мне просто рыбу сейчас нужно разделать. Поэтому я тороплюсь. Покажу вам эту рыбу хвост. И разделаю, чтобы вас не отвлекать, а потом уже покажу сам момент приготовления. Вот она, наша рыбешка, смотрите какая. Мы ее в морозилке держали 2 недели. Так, не вылазит, не вылазит, не вылазит. Я уже приготовила все. Раз. Так, вот хвост нашей рыбы. Хвост нашей рыбы, темное мясо. Я сейчас почищу его от шкуры, все помою. И вот здесь уже приготовила специи, будет много: имбирь, острый перец, зеленый перец, чеснок. Видите, разные. То есть много маринадов на разный вкус вам покажу. И что делать с тофу. Так что оставайтесь со мной. Сейчас буду разделывать рыбу. А пока я ее разделываю, чтобы вас не отвлекать, подписывайтесь на канал, нажимайте на мою фотографию в правом нижнем углу, если вы смотрите это на ютубе. Все, пошла разделывать рыбу. Ну а мы сегодня наконец-то добрались до нашей лакедры, которую будем мариновать и есть практически в сыром виде, но немножко замаринованной. Это такой наш азиатский, дальневосточный, можно сказать, рецепт. Ингредиенты, которые мне здесь понадобятся, буду делать сразу несколько маринадов, вот в нескольких чашечках. Значит, у меня здесь есть жареный кунжут, сырой кунжут, перец чили хлопьями. Однако у меня еще есть мой перчик, сорвала с балкона. Помните, с того перца, который мы забирали с вами с огорода. Перчики вот растут, зреют, и можно их собрать. Дальше я не нашла, к сожалению, сок лайма. У меня есть вот такой вот. Это натуральный сок лайма. Кстати, рекомендую, получается намного дешевле. Соль, вернее перец, кориандр. Взяла мед, взяла рыбный соус, кунжутное масло, соевый соус, имбирь, чеснок, лук зеленый, кориандр, кинза и сельдерей. Еще у меня, мы сегодня были на даче, есть, сейчас покажу. Сорвала до сих пор на грядке, еще представляете, вот такой ползучий и хорошо сохраняется. Это тимьян или чабрец, как хотите. Он нам тоже сюда подойдет. Добавим немножко его в маринад. Вот так. У меня уже здесь начинает вариться рис, просто белый несоленый рис будет. И еще я сегодня к нашей лакедре буду делать хрустящий тофу.
А как буду делать, тоже сейчас все покажу. Поэтому оставайтесь со мной. Не забудьте подписаться на канал, если вас интересует эта тема. А если вы хотите увидеть быстрые рецепты, то подписывайтесь, заходите на мой кулинарный канал. Там я выкладываю все свои рецептики. Ну а здесь мы даже с вами дегустируем все это. Ароматы стоят просто великолепные. Так, сейчас сначала я заготавливаю маринады и соусы, потому что с рыбой нужно работать с холодной. Она даже немножко подмороженная, чтобы, ну, чтобы она не начала портиться. Рыба должна быть очень холодная. О том, как я ее чистила, я сейчас покажу. А пока я буду делать маринады и показывать вам, вы не забудьте подписаться, нажав на мою фотографию внизу в правом углу этого видео. Я буду очень рада новым подписчикам. Сначала я сделаю замаринованную рыбу. Для этого мне нужно порезать ее на маленькие кусочки. Кусочки должны быть тонкими, чтобы рыба быстро промариновалась. Поэтому сейчас я ее вот так вот ножом на слайсы делаю, а потом еще буду резать мельче. Эта рыба у меня будет стоять примерно 20-30 минут мариноваться. И, конечно, у нее будет более насыщенный вкус того маринада, который мы и сделаем. Поэтому маринад к этой рыбке мы будем делать из разных трав. Все они, эти ароматы, передадутся нашей рыбе. Конечно, за основу мы берем соевый соус. В принципе, он может быть любой. Я беру... У меня вьетнамский соевый соус и добавляю туда различные добавки. Обязательно добавлю мед, либо можно сахар, если у вас меда нет, для того, чтобы создать глубину вкуса. Мы этот маринад будем делать пряным и острым, и немножко с кислинкой добавлять туда сок лайма для вот именно этого объемного вкуса. Ну и, конечно, имбирь и то, что мы добавим остроты туда, оно обязательно нейтрализует, ну, то есть как бы приготовит рыбу, чтобы она была не совсем сырая, а замаринованная, чтобы нам было безопасно ее употреблять в пищу. Конечно, все ингредиенты вы можете использовать по своему усмотрению. Я здесь буду добавлять и различные ароматные травы, это кинзу и лучок зеленый, буду добавлять кунжутное масло и рыбный соус. Если что-то из этих ингредиентов вы не любите, либо не можете приобрести, ничего страшного. Просто сделайте без него, без этого какого-то одного ингредиента. Тоже будет очень вкусно. Даже если вы за основу возьмете просто соевый соус, мед или сахар, чеснок и имбирь, либо просто чеснок, будет очень вкусно, даже не сомневайтесь. В наших дальневосточных ресторанах вы можете найти разнообразное количество соусов, подаваемых к этой рыбе. И в каждом соусе вы найдете свою изюминку. И вы почувствуете, что каждый соус сделан индивидуально. Тут уже на усмотрение повара, как говорится. Ну и того, что у вас есть в холодильнике. Но, как уже сказала, за основу мы все-таки берем соевый соус. Хотя, вы знаете, и здесь это не панацея. Можно взять просто масло растительное, например, какое-то, взять... Например, сок лимона, либо лайма, любые сушеные травы можно взять, какие у вас есть, и добавить в этот маринад. И будет очень-очень вкусно. На этом принципе и основана азиатская кухня, что мы сохраняем всю свежесть продукта, всю свежесть рыбы, но немного добавляя вот этого разнообразия вкуса. Теперь нужно просто все тщательно перемешать, и мы добавляем в ту рыбу, которую мелко порезали. И она будет в течение там, примерно 20-30 минут стоять, мариноваться, пока мы будем заниматься остальной рыбой, которую я порежу на маленькие тоненькие кусочки. Просто они будут большими, но тонкими очень. И приготовлю два разных маринада к ним. И ту рыбу мы будем просто в сыром виде обмакивать в соусы.
Мне очень нравится такая подача. И такие сашими можно найти в любом японском, ну даже китайском. Ну, китайском навряд ли, в японском ресторане. В китайских ресторанах все-таки больше готовят пищу на огне. Мирочка, вкусная лакедра? Да. За обе щеки лупает лакедру. Попросила, да? Угу. Тыкву не захотела вчера есть. Вкусно? Кушай, там косточек нет, кушай. Так. Мы нарезали мелкими кусочками. Это будем мариновать вот в таком маринаде. Запах. Так, сейчас сюда еще долью немножко сока лайма. Все, пусть маринуется. Ну и продолжаю делать маринады для остальной нашей рыбы. Посмотрите, я ее порезала тонкими слайсами, разложила на 2 тарелочки, ну, чтобы было красивее и удобнее, потому что собираюсь сделать 2 разных соуса. Один более острый, другой более пряный. Также я резала еще почти замороженную рыбу. Для того, чтобы она не испортилась, с рыбой надо работать с холодной. И когда она у меня лежала на блюдцах, то начала подтаивать. Поэтому я взяла простое бумажное полотенце и сверху промокнула лишнюю жидкость. И теперь готовлю 2 маринада различные. Один с чесноком, вот такими пряными травами. Это чебрец, который с дачи привезла. Делаю его первым, чтобы травки успели настояться. Второй маринад буду делать более острый.
ложечку, маленькую ложечку. Так. Там, я, может, уже закончилась. Нет, что-то грызет. Давай. И когда соусы уже готовы, я оставляю их немножко настояться. А пока мы пожарим с вами тофу. Тофу мы используем в жареном виде. Это очень вкусно, потому что сам по себе он не с таким с нейтральным вкусом. Поэтому вы можете его просто обжарить и затем обмакивать либо в соусы, либо он будет просто таким помощником для того, чтобы сгладить и отбить сильно острый вкус. Поэтому я его просто обжариваю. Также его можно сверху присыпать разными специями, но мне сейчас так не надо. Я покажу, как я это буду делать. Нарезаю его примерно одинаковыми брусочками и в масле сейчас буду обжаривать. Уходит на это буквально несколько минут. Он быстро покрывается корочкой, которая такая становится хрустящая очень. Затем обязательно этот тофу я выкладываю на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир, лишнее масло. И затем уже выкладываю на тарелочки и подаю на стол. Посмотрите, как это быстро все происходит. Ну вот, готов наш ужин. У нас сегодня сашими из лакедры. Несколько маринадов. Вот этот острый, с острым перчиком. Это с кунжутом и имбирем. Такой пряный, с медом, без остроты. Это у нас я замариновала отдельно маленькими кусочками. Вот такими. Здесь сок лайма. Ну, всякая зелень, какая у вас есть, немножко остроты, соевый соус, рыбный соус и кунжутное масло. И здесь у нас поджаренный тофу. Поджаренный тофу со всех сторон. Рецепт вы видели. Вот такой он будет хрустящий и вкусный. Его тоже можно макать в один из соусов, какой вам больше нравится. Ну и вот здесь имбирь маринованный. У меня аж слюнки текут. Вот такая вкуснотища. Готовы наша сашими. Несколько соусов, как я показала. Ну, начну с несладкого, с кунжутного соуса. Так, слюнки текут. Вот такой кусочек. Вкусно. Телефон звонит.
Теперь пробуем с острым соусом. Это для себя сделала. Очень острое люблю. Это еще вкуснее. И можно закусывать вот этим тофу хрустящим. Можно просто или в соус. Гости уже на пороге.